Привет, друг, с тобой Глебовский. Давно не видишься меня здесь в этом влоге. А сегодняшнее видео я бы хотел посвятить теме, которой я уделял внимание в Глебсблоге. Это было еще во времена ВКонтакте. Я также обозревал книги. Но в этот раз я решил изменить подборку. Но еще стоит отметить, что это первое такое вот видео по книгам. Это, конечно, не блог по книгам, но как бы видео в блоге. Сегодняшнее видео будет посвящено топ-10 книг за последние 2 года. Потому что эти книги я читал как бы со временем, они появлялись у меня постепенно, как и остальные другие. Но вот эти 10, я считаю, они наиболее актуальны. Одна из них, кстати, уже прочитана была вот сегодня, вот на момент этой записи. Итак, давайте приступим. Первая книга, которую я бы хотел упомянуть, это одна из книг Дейла Карнеги. Здесь у меня книга, состоящая вообще-то из 3 книг, то есть 3 в одном. Но я бы хотел уделить внимание конкретно одной из них, потому что она на меня в свое время сильно повлияла еще в 2020 году. Как перестать беспокоиться и начать жить. Конечно, я видел разные мнения по поводу такого человека, как Дейл Карнеги, но по большому счету к нему очень хорошо относятся. И я к нему отношусь со всем уважением, почтением. И все его книги, в особенности, вот, как перестать беспокоиться, начать жить, они на меня очень сильно повлияли. И если говорить про вот эту 3-ю книгу, то она в свое время выстроила такую, можно сказать, базу восприятия книг по саморазвитию, не только по психологии тоже. То есть эта книга больше даже не столько по саморазвитию, сколько такая по психологии. Да, она написана, может, несколько, по нынешним меркам, так наивно, но зато, как бы, эта книга, никто не исключает, что очень полезна, да? То есть первая книга, она о том, как завоевать друзей, оказывать влияние на людей, окей, как вырабатывать уверенность в себе, влиять на людей, выступая публично более-менее, и вот самое любимое, это, конечно же, как перестать беспокоиться, начать жить. Порекомендую к прочтению, потому что местами эта книга может раскрыть вам глаза на некоторые, можно сказать так, истины. Вообще они все как бы наравне, это не от 10-го к 1-му месту, я никак не могу сказать вам, какая бы на 1-м месте бы стояла. Они все, эти 10 книг, они самые вот топовые наравне. Следующая книга, которая у меня здесь, это «Антология кинизма». Вообще я ее нашел в библиотеке случайно, вот здесь. Это также был 2 года назад. Сборник упоминаний, сведений о древнегреческой школе кинизма. Те, кто знакомы с античностью, с философией Древней Греции, наверняка помнят, что существовали различные философские школы, и еще во времена платоновской школы была школа Антисфена. Как раз его цитаты, легенды о нем, они здесь тоже приведены, его жизненная мудрость. Но самое интересное, на мой взгляд, это, пожалуй, то, что был своим учеником Диогеном, потому что он развил кинизм в полном смысле слова, то есть он его сделал не только хороший с точки зрения теории, но и с точки зрения практики, несмотря на свой такой радикальный подход к жизни, да, отречение от всех материальных благ, жесткий аскетизм, ну и так далее. Сам Диоген, кстати, это распространенная легенда, жил в бочке и по определенной легенде видел самого Александра Македонского. Но это как бы такая, можно сказать, очень спорная легенда. Даже я сам сомневаюсь, что он мог видеть Александра Македонского, потому что, как считается, они жили в несколько разных временных интервалах. Так вот, что касаемо меня. Меня вот эта книга, она прям вот в свое время сделала меня на какой-то момент времени очень таким радикальным человеком, едва ли не доходящим до какого-то нигилизма, можно сказать тогда. Не стоит сюда приплетать Ницше, потому что Ницше я как-то не особо изучал. Я как бы изучал, но не подробно, и, честно сказать, настоящий нигилизм, истинный нигилизм для меня это не мое. Даже когда я изучал Ницше, мне как-то я не испытывал восторга. Зато я испытывал сильный восторг, изучая кинизм. И сам думал стать киником в свое время, но со временем я отдал предпочтение все-таки стоицизму, производным от кинизма. Всем, кто интересуется так называемой биографией классических киников, в том числе Антисфена, Диогена, Кратета, учителя Зенона, основателя стоицизма и прочих киников. Вот здесь эта книга как раз для вас, кто этим интересуется, потому что эта книга вместе с этим как небольшое философское поучение. Тут много всяких историй. Вот, можно обратить внимание. Книга такая, да, она такая, как предыдущая, еще советских времен издание, но тут много интересного, что можно изучить. Можете найти где-нибудь в интернете, если это возможно. Вот, но так, наверное, в интернете можно найти антологию кинизма какую-нибудь своеобразную, да, свод сочинений, свод упоминаний, вот, как-то так. Сразу предупрежу, я немножко не подготовлен в этом плане, я немножко как бы тороплюсь, поэтому
сильно не ругайте, так сказать. Я очень бы хотел все равно поделиться с вами своей подборкой. Итак, третья книга у меня в этой подборке книга «Опыты» Мишель де Монтень. Вот честно сказать, Мишель де Монтень для меня это такой особый мыслитель, философ. Хотя он сам себя не считал как-то философом, но при этом он написал очень такое деликатное произведение, рукопись. Единственное, что у меня вот издание, оно, честно сказать, оно с виду, конечно, хорошее, но оно несколько странно оформлено, в том плане, что здесь проведены, во-первых, только избранные главы, во-вторых, они как-то вот в разброс как-то разложены. Я не знаю, как на это реагировать. Кстати, тоже советское, кстати, еще производство. Но, тем не менее, главное, что в этой копии, так вот, и, честно сказать, вот мало того, что эта книга написана простым языком, я сейчас не говорю даже про перевод тоже хороший вот здесь. Вообще, Мишель де Монтень, он один из таких немногих, пожалуй, философов-мыслителей, который действительно может доносить простым языком мудрые истины. И местами он даже... Вообще он скептик, то есть он, можно сказать так, если не буквально, то своеобразный представитель скептицизма. Да, он, как бы сказать, не принимал все на чистую монету, если так упрощать. Вот, и вся суть его сочинений в том, что он писал спонтанно, то есть он писал не совсем планируя, о чем он пишет. И в этом определенная изюминка его опытов. Мишель де Монтень в плане опытов очень стал показательным для меня как мыслитель и вообще как, можно сказать, пускай даже ныне уже не живой, но такой как духовный соратник, как прочие другие мыслители, с которыми я знакомился. И как Диоген Синопский, это один из моих любимейших философов-мыслителей. Для тех, кто интересуется подобного рода мыслителям и рукописям, тоже советую к прочтению. Написано простым, понятным языком. И так что, ну, короче, вам понравится в любом случае. Советую хотя бы ознакомиться с этой книгой. Так, следующая на подходе книга, точнее, даже, я бы сказал, целая трилогия, которую я прочитал. Это трилогия Харари. Вот Юваль Ной Харари, это, ну, его называют официально военным историком, но для меня, вот после прочитанного, это гений, это не просто великий мыслитель 21 века для меня, это вообще мыслитель вселенского масштаба всего человечества, всей человеческой истории. Homo sapiens, вот, пожалуйста, Homo Deus, 21 рок для 21 века. Вот эти три книги, они меня, так сказать, особенно, пожалуй, наверное, первая и третья, потому что вторая, она все-таки как прогноз, вот эти три книги, трилогия, она просто изменила меня, наверное, во многом, изменила в моем, так сказать, миропонимании, мое отношение к жизни. И порой я когда вот читал, вот особенно помню на примере Homo sapiens, я прям вот как будто я читал какую-то, не знаю, какую-то реликвию древней какой-то цивилизации, которая когда-то, как будто я не знаю, я живу в каком-то The Elder Scrolls, и я нашел какую-то редчайшую рукопись Двемеров, и меня как будто я вот проникся этой книгой, я проникся всем тем, что здесь расписано. Вот. То есть отмечу, то есть это о прошлом человечестве, то есть его так называемый вердикт, прогноз на будущее, вот Homo Deus, и как раз, пожалуй, такое главное из этих всех произведений, это 21 рок для 21 века, потому что она, ну, во-первых, она как бы написана менее объемно, но не менее интересно. То есть она тут о разных темах, то есть разные темы поднимаются, там, например, о невежестве, о там религии, там, ну, кстати, вот здесь оглавление в самом начале, что весьма удобно для меня. Вот, состоит из нескольких частей. Короче, я особо спойлерить не буду. Я вам просто категорически советую ознакомиться с этими тремя книгами Юваль Ной Харари. Потому что тот, кто это написал, это гений. Он просто двигает конкретно не то, что базу. Он профи. Сейчас как это... Вот. Сейчас, как это... Стэн Пайнс, или как Стэнли Пайнс говорил в Gravity Falls.
Finally, I got them all. Следующая книга, которую хочу показать, то есть это были предыдущие 6, 7-я по счету книга, это как раз та самая книга, которую я, кстати говоря, сегодня закончил, Дариус Салус Сомер «Мораль 21 века». Книга, написанная, можно сказать так, профессором, чилийский философ, является ярким представителем философии как системы знания о фундаментальных основах человеческого бытия и духовной жизни во всех основных проявлениях. Но если сказать своими словами, то этот, я могу так его назвать, господин, он... Несмотря на то, что он немножко такой, можно сказать, консервативных взглядов, действительно консервативный, тем не менее, он на меня, да, так же, как и, наверное, Юваль Харари, на меня своей рукописью сильно повлиял, а местами даже где-то дал переосмыслить то, что я вычитал ранее из других книг, включая вот эту ранее упомянутую трилогию Харари. Эта книга даст возможность понять, как жить с точки зрения морали в нашем непростом веку, и поднимает вопрос о морали, смысла жизни. Если книги Юваля Харари, они как бы, так сказать, немножко вот разбили мою базу, так сказать, превратили ее в некоторый такой, может быть, хаос такой, да, в хорошем смысле слова, то Дариус Салус Сомер немножко его структурировал в этот хаос и постарался дать мне некоторые наводки на будущее для размышлений. Тоже рекомендую к прочтению, несмотря на то, что книга только что была прочитана, по сути. Она, я считаю, одна из десяток лучших книг, которые я могу вообще назвать здесь. Теперь последние 3 книги, я их называю условно трилогией, хотя это не трилогия. Это такая троица стоицизма. Я ранее упоминал, что от кинизма произошла другая философская школа стоицизма. И я не раз ее упоминал у себя на канале, в своих видео, во ВКонтакте раньше, еще до канала. Стоицизм, вот особенно вот поздний стоицизм, то есть есть ранний, средний стоицизм, а есть поздний стоицизм. И вот поздний, он самый интересный. И к нему у меня есть 3 рукописи, точнее 3 издания, сочинений, 3 древнегреческими философами, точнее даже не древнегреческими, я имею в виду древнеримскими философами. Так вот, давайте немножко начнем по порядку, даже где-то в хронологическом порядке. Точнее, не в прочтении, а с точки зрения тех или иных лиц. Раньше всех существовал Сенека, Луциан Сенека. Он жил еще незадолго до нашей эры, и он был в свое время важным таким высокопоставленным человеком. Он, так сказать, был, по сути, самым богатым человеком в свое время. У него была огромная целая вилла, но, тем не менее, это не мешало ему как бы практиковаться в философии. Он как-то тоже говорил, что не считает себя философом, но, тем не менее, титула философа он достоин. Статус философа он заслуживает. В чем суть этих, точнее, вот этого сборника? Здесь приведено главное произведение. Это «Нравственные письма к Луцилию». С одной стороны, он был учителем для Нерона, который впоследствии приказал, будучи императором Сенеке, покончить с собой, еще будучи, когда он уже поехал к Грэшей, и он приказал ему покончить с собой. И он спокойно это сделал, Сенека. Но я не об этом. Я о том, что у него был так называемый Луцилий, хотя никто до сих пор не знает, кто это был за Луцилий, но этому Луцилию Сенека писал, и много писал, и давал ему, из названия понятно, нравственные письма. Они понимают самые разные темы о жизни, смерти, о нравственности. Вот я даже здесь работал, я до сих пор возвращаюсь к этой книге, и она освежает мою голову и дает возможность, как и, пожалуй, прочие другие такого рода книги, не падать духом, особенно в моменты, как бы непростые моменты жизни, и сохранять совесть, достоинство, следовать добродетели. Ибо стоицизм провозглашает добродетель, а не удовольствие. Хотя удовольствие у нас, как бы в нашем мире, это некая такая, можно сказать, привилегия, что не очень. Так вот, советую к прочтению «Нравственные письма». Они читаются тоже как бы легко относительно, так же, как и Мишель де Монтень «Опыты». Но, тем не менее, прочитать стоит. Да. Каждое письмо озаглавлено о чем. Единственное, что оно не закончено официально, но, тем не менее, оно достойно прочтения. В моем издании тут еще присутствует небольшой трактат о счастливой жизни, да, как дополнение к нравственным письмам, я считаю, и трагедии. Вот трагедии я не все читал, я практически их не читал, но здесь более важно именно, конечно, нравственные письма и его небольшой трактат. Так.
Далее после него, можно считать, идет Эпиктет. Я его пока еще не до конца читал, но я его почитываю. Это философ-практик. Вообще-то он, в отличие от Сенеки, родом из Греции считается, при том, что у него нет официального имени, никто не знает, как его звали, потому что Эпиктет это на древнегреческом означает отчепенец. Эпиктет это кличка. Он был рабом, придворным рабом, и его же хозяин его один раз даже побил и сделал его хромым. Но это ему не помешало следовать мудрости и развить, можно сказать, свою школу стоицизма. Он значим своими беседами, хотя беседы, они написаны весьма сложным языком, и даже с точки зрения перевода он тоже сложно воспринимается, поэтому в некотором смысле я даже советовал, если не беседы, то хотя бы Энхиридион взять. Это производная от бесед, написано более доступным языком. Я лично Энхиридион читал немного, но в электронном виде, но даже беседы на фоне Энхиридиона достойны к прочтению. Да, у него много религиозных мотивов, но на фоне этого его почитать стоит. Он, как и Сенека, на меня очень так по-своему сильно влияет, когда я к нему возвращаюсь. И вот хотел бы закончить вообще вот эту десятку и вот эту трилогию стоицизма, пожалуй, важнейшей книгой, которая для меня вот является таким, можно сказать, ориентиром жизни, можно сказать, такой, можно сказать, заменой Библии, что ли, которой я много-много раз возвращаюсь. Это тоже книга по стоицизму. После Сенеки, после Эпиктета был великий римский император. Имя ему Марк Аврелий. Извините, Марк Аврелий. И значим он прежде всего своими размышлениями, можно так сказать, наедине с собой. Его называется произведение. Это, по сути, вердикт всего стоицизма, потому что после этого стоицизм, к сожалению, в истории человечества ушел в тень. Лишь только сейчас в наши времена он испытывает определенный ренессанс, перерождение, потому что мир усложняется, становится местами мрачный, и люди пробегают к подобным направлениям, потому что стоицизм, в отличие от кинизма, он не требует каких-то серьезных, можно сказать, радикальных изменений в жизни, но требует при этом от последователей мира вещей в жизни. То есть ты можешь себе позволить материальные блага, но ты при этом должен не забывать о добродетели, о добродетельной жизни. Как-то так. И вот как раз вот прежде чем приступить к Сенеке, а затем и к Эпиктету, раньше всех я начинал изучать Марка Аврелия с точки зрения стоицизма. Это был первый вот такой представитель этой школы, с которой я начинал знакомство с моей ныне любимой философской школой. В общем, советую к прочтению. Ну что ж, это была моя подборка, немножко не подготовлена, но я хотел вам, тем не менее, рассказать вам о своей подборке, какие 10 книг я считаю самыми такими помпезными, потому что каждая из этих 10 книг, она на меня очень сильно повлияла, вплоть до того же Эпиктета, который я еще только изучаю, потому что на меня тоже влияет по-своему. И вот эти 10 книг, они вместе составляют вот этот оплот моего прозрения и познания за эти пару лет. Я бы упомянул здесь остальные другие книги, но это тогда бы противоречило смыслу видео. Но, тем не менее, остальные книги, которые я читал и в книжном, и в электронном виде, они тоже достойны упоминания, но вот эти 10, они самые-самые такие, считаются для меня самыми-самыми приоритетными. Я не знаю, какие у меня будут еще книги впереди по своему развитию психологии, но больше хотел бы уделить внимание прозе, художественным, так сказать, книгам. Потому что я писатель, практикующийся, мне это интересует тема, так же, как, например, геймдев. Вот я о нем подумал, так сказать, вернуться к нему. Вообще хотел немножко, наверное, поговорить за жизнь здесь. Пока я развиваю канал по-прежнему, как видите, вот Геймерстаф у меня, и, как видите, вот тоже видео про Бургер Кинг мем, вот этот мем про Бургер Кинг, который в Рунете очень так ходит, мечется. И вот на моем канале он у меня прям вот завирусился конкретно. 1000 с лишним просмотров, 60 с лишним лайков, это прям... Я чуть слегка с ума не сошел от такого объема лайков и просмотров. Я не ожидал, честно, что такой будет ажиотаж. Да, и у меня был расчет, что, может быть, это как-то повысит активность канала, и ведь я не прогадал, потому что у меня повысилось, пускай на 1-2, но подписчика на канале, то есть был 20-й, 21-й, ну и активность просто повысилась в целом, мой канал чуть чаще стали смотреть. Несмотря на то, что много геймерстафа, я, тем не менее, стараюсь делать какое-то разнообразие в канале и не привязываться к какому-то одному блогу. Я пока работаю над каналом, живу дальше, и желаю вам
не переставать жить дальше. И даже когда будут наступать невзгоды, не забывать о том, что я вам говорил раньше. И если говорить об этом коротко, то что бы ни случилось, надо идти дальше и не забывать, не забывать о таких вещах, как стойкость, любовь к ближнему, смелость, храбрость. Я сейчас сходу не скажу, сколько еще нужно этих добродетелей. Вы должны себе прежде всего ответить сами. Что для вас важно в жизни? За что вы готовы бороться? А я, в свою очередь, буду для вас хорошим дополнением к жизни. Ну, думаю, на этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписываться на канал, следить за активностью моего канала видео, смотреть почаще. Желаю вам отдельно, как всегда, успехов, счастья, благополучия. Ну, чтобы все было просто хорошо у вас. Давайте, до скорой встречи, пока.